Представьте себе место настолько холодное, настолько пустое, что всякое движение там прекратилось. Идеальная неподвижность. Долгое время мы думали, что это возможно. Если удалить все тепло из системы, все просто остановится, замерзнет в абсолютной тишине. Но у Вселенной, как оказалось, другие планы. В самом основании реальности существует постоянная, непрекращающаяся дрожь. Фоновый гул энергии, который невозможно заглушить, независимо от того, насколько холодным или пустым вы сделаете участок пространства. Это фундаментальное предсказание квантовой механики, одной из самых успешных теорий во всей науке. Оно называется энергией нулевой точки. Мы привыкли к миру, где энергия – это нечто, что вы добавляете. Вы нагреваете воду, чтобы она закипела. Вы толкаете качели, чтобы они поднялись выше. Энергия – это причина, а движение – это следствие. Если забрать всю энергию, движение должно прекратиться. Но в квантовом мире правила другие. У Вселенной есть встроенный энергетический пол, минимальное количество энергии, которое всегда существует повсюду. Оно вплетено в саму ткань пространственно-временного континуума. Энергия нулевой точки – не абстрактное допущение, а математически неизбежное следствие квантовой механики, возникающее из некоммутативной структуры операторов физических величин. Ее существование напрямую связано с тем, что в квантовой теории наблюдаемые величины представляются операторами, не коммутирующими между собой. Для квантового гармонического осциллятора ключевой модели, описывающей колебательные процессы от атомных решеток до электромагнитных полей. Это проявляется через операторы рождения и уничтожения возбуждений. Рассмотрим математическую структуру квантового гармонического осциллятора. В классической механике энергия осциллятора выражается как сумма кинетической и потенциальной энергии, и минимальное значение этой суммы равно нулю, когда система находится в состоянии покоя. Однако в квантовой механике операторы координаты и импульса не коммутируют. Коммутатор этих операторов пропорционален мнимой единице, умноженной на постоянную Планка. Эта некоммутативность приводит к тому, что оператор энергии Гамильтониан осциллятора может быть переписан через операторы рождения и уничтожения квантов колебательной энергии. Эти операторы обладают фундаментальным свойством. Их коммутатор равен единице. Ключевой момент гамильтониан осциллятора выражается как произведение постоянной Планка, угловой частоты колебаний и суммы оператора числа квантов, показывающего, сколько квантов энергии содержит система, плюс 1/2. Это слагаемое плюс 1/2 возникает именно из-за некоммутативности операторов. Оно не зависит от числа квантов и сохраняется даже в основном состоянии, когда оператор числа квантов дает нулевой результат. Физически это означает, что минимальная энергия системы не может быть ниже половины произведения постоянной Планка на угловую частоту, поскольку любая попытка уменьшить энергию ниже этого уровня привела бы к нарушению соотношения неопределенностей для координаты и импульса. Это можно проиллюстрировать через соотношение неопределенностей Гейзенберга для координаты и импульса. Если бы энергия осциллятора могла достичь нуля, это означало бы, что и координата, и импульс точно определены, оба равны нулю, что запрещено соотношением неопределенностей. Таким образом, нулевая энергия – это компромисс между неопределенностью координаты и импульса, минимизирующий общую энергию системы в рамках квантовых ограничений. Важно понимать, что соотношение неопределенности для энергии и времени принципиально отличается от соотношения для координаты и импульса. В квантовой механике время не является оператором, а выступает как внешний параметр. Поэтому выражение «неопределенность энергии»
умноженное на неопределенность времени, не меньше постоянной Планка, деленной на 2, это не фундаментальный принцип, а эвристическое соотношение, описывающее характерные временные масштабы процессов. Например, для нестационарных состояний, таких как возбужденные уровни атома, неопределенность энергии уровня связана с его временем жизни. Чем короче время жизни состояния, тем больше размытость его энергии. Это соотношение не описывает измерительные ограничения, как в случае координаты и импульса, а отражает динамическую эволюцию квантовых систем. Энергия вакуума, как частный случай энергии нулевой точки, возникает при рассмотрении квантового поля, системы с бесконечным числом степеней свободы. Каждая мода электромагнитного поля ведет себя как независимый гармонический осциллятор, и суммарная энергия вакуума складывается из нулевых энергий всех мод. Однако здесь возникает тонкость. При прямом суммировании вкладов всех мод энергия оказывается бесконечной. Это связано с тем, что в теоретических моделях не учитывается верхний предел энергии мод, планковская шкала. На практике физически значимыми являются не абсолютные значения энергии, а ее изменения, которые конечны и измеримы, как в эффекте Казимира, который будет подробно разобран позже. Экспериментальные подтверждения существования энергии нулевой точки многочисленны и точны. Например, при охлаждении кристаллических решеток до температур в 0,1 долю Кельвина тепловые колебания атомов подавляются. Но рентгеновские дифракционные измерения показывают, что атомы продолжают колебаться с амплитудой, соответствующей нулевым колебаниям. Эти измерения проводятся с использованием методов, таких как неупругое рассеяние нейтронов, где энергетический спектр рассеянных частиц позволяет выделить вклад квантовых флуктуаций. В контексте квантовой теории поля вакуум представляет собой состояние с минимально возможной энергией, но не пустое пространство. Квантовые флуктуации вакуума проявляются через виртуальные частицы, математические конструкции, возникающие в теории возмущений. В диаграммах Фейнмана виртуальные частицы соответствуют внутренним линиям, которые не подчиняются соотношению между энергией и импульсом, характерному для реальных частиц, находятся вне массовой оболочки. Это означает, что для виртуальных частиц квадрат энергии не равен квадрату импульса плюс квадрат массы, что формально позволяет им нарушать законы сохранения энергии и импульса в промежуточных состояниях. Однако важно подчеркнуть, в полной амплитуде процесса, учитывающей все возможные диаграммы, законы сохранения выполняются точно. Виртуальные частицы – это не физические объекты, а члены ряда теории возмущений, и их нельзя зарегистрировать напрямую. Критически важно понимать, что энергия нулевой точки не является запасом энергии, который можно извлечь. Это состояние минимальной энергии, и любая попытка использовать его для совершения работы требует создания градиента энергии, который отсутствует в однородном вакууме. Например, в кристаллической решетке нулевые колебания атомов приводят к тому, что при нулевой температуре решетка обладает определенной энергией, но эта энергия не может быть использована для совершения работы, так как система уже находится в основном состоянии. Таким образом, энергия нулевой точки – это не гипотетическое явление, а неотъемлемая часть квантовой теории, подтвержденная множеством экспериментов. Ее математическое описание через операторы рождения и уничтожения, коммутационные соотношения и соотношения неопределенностей показывает, что она возникает из самых основ квантовой механики. Ее математическое описание через операторы рождения и уничтожения, коммутационные соотношения и соотношения неопределенностей показывает, что она возникает из самых основ квантовой механики.
Однако, несмотря на свою реальность, эта энергия не может быть использована как источник полезной работы, поскольку представляет собой однородное фоновое состояние без градиентов энергии. Это фундаментальное различие между научно обоснованной концепцией и псевдонаучными утверждениями, которые будут критически разобраны в этом выпуске. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, а мы начинаем. Эффект Казимира представляет собой одно из наиболее прямых экспериментальных подтверждений существования энергии нулевой точки, предсказанное в 1948 году Хендриком Казимиром в рамках квантовой электродинамики. Его математическая структура возникает из анализа граничных условий для квантового электромагнитного поля между проводящими поверхностями. В классической электродинамике между двумя незаряженными пластинами не должно существовать никакой силы, однако квантовая теория предсказывает притяжение, обусловленное изменением спектра нулевых колебаний поля. Для понимания механизма эффекта Казимира необходимо рассмотреть квантовое электромагнитное поле как совокупность гармонических осцилляторов, каждый из которых соответствует определенной моде поля с заданной частотой. В свободном пространстве возможны моды с любыми длинами волн, но между двумя идеально проводящими параллельными пластинами, расположенными на расстоянии d друг от друга, допустимы только те моды, длина волны которых укладывается целое число раз между пластинами. Это ограничение приводит к тому, что плотность мод между пластинами меньше, чем вне их, создавая разность энергии нулевых колебаний. Математически эта разность выражается через сумму по всем допустимым модам. Для идеальных проводников и вакуума между ними сила Казимира на единицу площади оказывается пропорциональной постоянной Планка, скорости света и обратной четвертой степени расстояния между пластинами. Коэффициент пропорциональности содержит численный множитель, равный π в четвертой степени, деленному на 480. Эта зависимость от расстояния в минус четвертой степени принципиально отличает эффект Казимира от других сил, таких как ван-дер-ваальсовой силы, и служит его уникальным признаком. Экспериментальное подтверждение эффекта Казимира долгое время оставалось технически сложной задачей из-за необходимости измерять сверхмалые силы на микроскопических расстояниях. Первые качественные подтверждения были получены в 50-х годах прошлого века, но количественные измерения с высокой точностью осуществил Стив Ламора в 1997 году. В его эксперименте использовалась не система параллельных пластин, а сфера и пластина. Конфигурация, упрощающая юстировку и уменьшающая влияние неточностей в параллельности поверхностей. Сила измерялась с помощью атомно-силового микроскопа с точностью до десятых долей пика Ньютона. Важно отметить, что в реальных экспериментах учитываются отклонения от идеального случая. Например, металлические поверхности не являются идеальными проводниками на всех частотах, что учитывается через дисперсионную зависимость диэлектрической проницаемости материала. Также необходимо учитывать конечную температуру, которая вносит вклад от тепловых флуктуаций. При комнатной температуре и расстояниях больше полумикрона температурный вклад становится доминирующим, изменяя зависимость силы от расстояния с d в минус четвертой степени на d в минус третьей степени. Лэмбовский сдвиг, обнаруженный в 1947 году Уилбуром Лэмбом и Робертом Резерфордом, представляет собой еще одно фундаментальное подтверждение квантовых свойств вакуума. Этот эффект проявляется как небольшое расщепление энергетических уровней атома водорода, которые в рамках теории Дирака должны быть вырождены. Конкретно,
Уровень 2s с половиной и уровень 2p с половиной, имеющие одинаковую энергию в релятивистской квантовой механике без учета взаимодействия с полем, на самом деле различаются на величину около 1002 МГц. Математическая структура лэмбовского сдвига возникает из взаимодействия электрона с квантовыми флуктуациями электромагнитного поля. В теории возмущений этот вклад соответствует диаграммам, где электрон испускает и поглощает виртуальный фотон. Интеграл по импульсам виртуального фотона расходится на больших импульсах, что формально приводит к бесконечному сдвигу энергии. Однако этот бесконечный вклад компенсируется перенормировкой заряда и массы электрона, что позволяет получить конечный результат, совпадающий с экспериментом с точностью до 1/10-миллионной. Конкретно вклад от высокочастотных мод с импульсами больше обратного боровского радиуса пропорционален логарифму отношения верхнего предела интегрирования к ридберговской энергии. Нижний предел интегрирования определяется боровским радиусом, что связано с тем, что на больших длинах волн электрон не видит деталей своей орбиты. Этот логарифмический вклад доминирует в лэмбовском сдвиге и составляет около 80% от общей величины сдвига. Спонтанное излучение атомов – еще одно явление, непосредственно связанное с энергией нулевой точки. В классической электродинамике возбужденный атом должен оставаться в этом состоянии бесконечно долго, так как для излучения требуется внешнее возмущение. Однако в квантовой электродинамике взаимодействие с нулевыми колебаниями электромагнитного поля приводит к тому, что возбужденное состояние становится нестационарным. Математически это описывается через матричный элемент взаимодействия между состоянием с возбужденным атомом и состоянием с основным уровнем атома плюс один фотон. Интеграл по всем возможным направлениям и поляризациям фотона приводит к выражению для вероятности перехода, пропорциональному кубу частоты перехода и квадрату дипольного момента перехода. Критически важно, что в этом выражении фигурирует плотность состояний фотонов, которая сама по себе пропорциональна квадрату частоты. Это приводит к знаменитой формуле Эйнштейна для вероятности спонтанного излучения, которая в точности равна вероятности вынужденного излучения, умноженной на плотность фотонов в вакууме. Плотность фотонов в вакууме, в свою очередь, определяется нулевыми колебаниями поля и пропорционально квадрату частоты. Таким образом, спонтанное излучение можно рассматривать как вынужденное излучение под действием флуктуаций вакуума. Парадокс бесконечного количества энергии возникает при прямом суммировании энергии нулевых колебаний для всех возможных мод поля. Поскольку число мод растет как куб волнового числа, а энергия каждой моды пропорциональна волновому числу, интеграл расходится кубически. Это формально приводит к бесконечной плотности энергии вакуума. Однако в физике бесконечности часто являются признаком неполной теории или неправильного подхода к вычислениям. В квантовой теории поля эта проблема решается через процедуру перенормировки, систематического способа избавления от бесконечностей через переопределение параметров теории. Перенормировка основана на том, что физически наблюдаемые величины, такие как сила Казимира или лэмбовский сдвиг, конечны и не зависят от способа обрезания бесконечного интеграла конкретно. При вычислении силы Казимира рассматривается разность энергий для двух конфигураций – с пластинами и без них. Эта разность конечна, так как расходящиеся вклады от высокочастотных мод в обе конфигурации почти одинаковы и вычитаются. Математически это соответствует регуляризации интеграла с помощью экспоненциального затухания высокочастотных мод, после чего предел при стремлении параметра регуляризации к нулю дает конечный результат.
Перенормировка не является просто вычитанием бесконечностей. Это глубокая математическая процедура, связанная с группой ренормализации. Она показывает, как эффективные параметры теории, такие как заряд или масса, зависят от масштаба энергии. Например, в квантовой электродинамике эффективный заряд растет с увеличением энергии из-за поляризации вакуума, что отражается в бета-функции теории. Исторически концепция энергии нулевой точки развивалась поэтапно. В 1911 году Макс Планк, разрабатывая свою теорию теплового излучения, ввел понятие нулевых колебаний, хотя и не придал им особого значения. В 1923 году Генрих Эльзассер указал на возможные экспериментальные последствия этой идеи. В 1934 году Пауль Дирак рассмотрел вакуум как море заполненных состояний, что позже привело к предсказанию позитрона. В 1947 году Уилбур Лэмб и Роберт Резерфорд обнаружили лэмбовский сдвиг, а Пол Молднер и Виллис Лэмб провели первые расчеты в рамках квантовой электродинамики. В том же году Норберт Винер и Иосиф Швингер независимо разработали методы перенормировки, позволившие получить конечные результаты для квантовой электродинамики. В 1948 году Хендрик Казимир предсказал свой эффект, основываясь на работах Йохана Вертуя о флуктуациях в диэлектриках. Однако экспериментальное подтверждение пришлось ждать более 40 лет. Только в 1997 году Стив Ламоро и его коллеги из Вашингтонского университета осуществили измерения с точностью, достаточной для подтверждения теоретического предсказания. Эти исторические этапы показывают, как постепенно складывалось понимание энергии нулевой точки от математического артефакта до физически значимого явления. Каждый шаг сопровождался развитием математического аппарата от первых попыток Планка до современных методов теории калибровочных полей. Важно подчеркнуть, что все экспериментальные подтверждения касаются не самой энергии вакуума, а ее изменений или производных величин, что согласуется с физической интерпретацией энергии нулевой точки, как фона, относительно которого измеряются возмущения. Критически важно понимать, что бесконечная плотность энергии вакуума в неренормированной теории не противоречит эксперименту, потому что гравитационные эффекты этой энергии не наблюдаются напрямую. Общая теория относительности связывает искривление пространства-времени с тензором энергии импульса, и для вакуума этот тензор должен быть пропорционален метрическому тензору. Однако наблюдаемое космологическое постоянное на 120 порядков меньше, чем предсказывает квантовая теория поля, что составляет одну из величайших нерешенных проблем современной физики. Таким образом, экспериментальные доказательства энергии нулевой точки, эффект Казимира, лэмбовский сдвиг и спонтанное излучение не только подтверждают существование квантовых флуктуаций, но и демонстрируют мощь современных методов квантовой теории поля, таких как перенормировка. Эти явления возникают из глубоких математических структур квантовой теории и подтверждаются с высокой точностью, что делает их неоспоримыми свидетельствами реальности энергии нулевой точки как физического явления. В то же время парадокс бесконечной энергии вакуума указывает на границы применимости существующих теорий и необходимость более глубокого понимания квантовых свойств пространства-времени. Энергия нулевой точки, будучи локальным квантовым явлением, приобретает космологическое значение через уравнение общей теории относительности Эйнштейна, где любая форма энергии определяет геометрию пространства-времени. В стандартной форме уравнения Эйнштейна содержит тензор кривизны, пропорциональный тензору энергии импульса материи и поля.
Однако в 1913 году Эйнштейн модифицировал эти уравнения, добавив член, пропорциональный метрическому тензору, с коэффициентом, названным космологической постоянной. Этот член математически эквивалентен введению однородного и изотропного распределения энергии с отрицательным давлением, плотность которого не изменяется при расширении Вселенной. Связь энергии вакуума с космологической постоянной возникает из структуры тензора энергии импульса для квантового вакуума. В квантовой теории поля энергия вакуума обладает уникальным свойством. Ее тензор энергии импульса пропорционален метрическому тензору, что соответствует уравнению состояния, где давление равно минус плотности энергии. Это соотношение PH-RC2 принципиально отличает вакуумную энергию от всех других форм материи и излучения, для которых давление положительно или слабо отрицательно. В уравнениях Фридмана, описывающих эволюцию Вселенной, такой вид уравнения состояния приводит к отрицательному вкладу в ускорение расширения, то есть к ускоренному расширению, в отличие от обычной материи, которая замедляет расширение. Ключевое наблюдательное подтверждение этой идеи было получено в 1998 году группами Соло Перлмуттера и Брайана Шмидта с Адамом Рисом через изучение сверхновых типа 1А. Эти объекты служат стандартными свечами благодаря высокой однородности своей светимости, что позволяет определять их расстояние по видимой яркости. Сравнение красного смещения сверхновых с их удаленностью показало, что на больших расстояниях, соответствующих прошлому времени в 6-7 миллиардов лет, скорость расширения Вселенной меньше, чем в недавнем прошлом. Это означало, что расширение Вселенной не замедляется под действием гравитации, как ожидалось, а ускоряется. Математически ускорение расширения описывается вторым уравнением Фридмана, где знак ускорения определяется комбинацией плотности энергии и трехкратного давления. Для обычной материи эта комбинация положительна, что приводит к отрицательному ускорению, замедлению, а для вакуумной энергии, где давление равно минус плотности, комбинация отрицательна, что дает положительное ускорение. Наблюдательные данные показали, что параметр уравнения состояния темной энергии, определяемый как отношение давления к плотности энергии, близок к минус единице с точностью до нескольких процентов. Это значение совпадает с предсказанием для чистой космологической постоянной и несовместимо с динамическими моделями темной энергии, такими как квинтэссенция, где параметр уравнения состояния может отклоняться от минус единицы. Исторически космологическая постоянная была введена Эйнштейном для получения статической модели Вселенной, которая считалась общепринятой в начале XX века. Однако, после открытия Эдвином Хабблом в 1929 году расширения Вселенной, Эйнштейн отказался от этого члена, назвав его своей величайшей ошибкой. Парадоксально, что современные наблюдения показывают, что космологическая постоянная необходима для объяснения ускоренного расширения, и ее численное значение соответствует плотности энергии вакуума, предсказанной квантовой теорией поля. Однако здесь возникает фундаментальная проблема. Проблема 120 порядков. Теоретическая оценка плотности энергии вакуума получается суммированием нулевых энергий всех мод квантового поля до планковской шкалы. Планковская энергия, определяемая как корень квадратный из отношения квадрата скорости света к произведению гравитационной постоянной и постоянной Планка, составляет примерно 10 в 19 степени электрон-вольт. Плотность энергии вакуума оценивается как 4-я степень планковской энергии, деленная на квадрат постоянной Планка и куб скорости света, что дает величину порядка 10 в 112 степени эрг на кубический сантиметр. Наблюдаемая плотность темной энергии, напротив,
определяется через критическую плотность Вселенной, которая сама по себе мала, около 10 в минус 29 степени грамм на кубический сантиметр. Поскольку темная энергия составляет примерно 70% от общей плотности энергии Вселенной, ее плотность равна примерно 10 в минус 8 степени РГ на кубический сантиметр. Таким образом, теоретическое значение превышает наблюдаемое на 112 порядков величины. Это самое большое расхождение между теорией и экспериментом во всей физике. Критически важно понимать, что это расхождение не является следствием неправильного применения квантовой теории поля. Оценка теоретической плотности энергии вакуума получена через стандартные методы КТП, а наблюдаемое значение подтверждено множеством независимых методов. Помимо сверхновых, это наблюдение реликтового излучения, миссиева МАП и Планк, барионных акустических осцилляций и гравитационного линзирования. Все эти методы сходятся к одному и тому же значению плотности темной энергии с относительной точностью в несколько процентов. Проблема 112 порядков указывает на глубокую несогласованность между квантовой теорией поля и общей теорией относительности. В ОТО гравитационный эффект энергии определяется ее абсолютным значением, тогда как в КТП физически значимыми являются только разности энергий. Это различие в подходах к определению нулевого уровня энергии лежит в основе проблемы. Возможные решения включают существование неизвестного симметрии, которая точно компенсирует вклады всех полей, или модификацию законов гравитации на больших масштабах. Однако ни одна из существующих теорий не дает удовлетворительного объяснения без введения тонкой настройки параметров. В контексте современных разработок, включая использование искусственного интеллекта в физических исследованиях, важно подчеркнуть проблему «мусор на входе, мусор на выходе». Даже самые продвинутые алгоритмы машинного обучения не могут компенсировать ошибки в базовых физических предположениях. Например, если модель энергии вакуума содержит фундаментальную ошибку, и модель, обученная на данных, полученных из этой модели, будет усиливать эту ошибку, а не исправлять ее. Это особенно актуально в псевдонаучных утверждениях, где ИИ используется для подтверждения невозможных технологий, таких как извлечение энергии из вакуума. Без корректной физической основы любые результаты, полученные с помощью ИИ, будут физически бессмысленными, независимо от их математической сложности. Концепция ложного вакуума добавляет еще один уровень сложности к пониманию энергии вакуума. В теориях элементарных частиц, таких как теории Великого Объединения, возможно несколько вакуумных состояний с разной энергией. Наша Вселенная может находиться в метастабильном состоянии, ложном вакууме, с энергией выше, чем в истинном вакууме. Вероятность перехода в истинный вакуум через квантовый туннельный эффект может быть вычислена с помощью метода мгновенников инстантанс в евклидовом пространстве времени. Действие мгновенника определяет экспоненциальный множитель в вероятности перехода, который оказывается чрезвычайно малым для Вселенной с наблюдаемыми параметрами. Например, для стандартной модели физики частиц с учетом наблюдаемой массы Хиггса вероятность распада ложного вакуума на единицу объема и времени составляет менее 10 в минус 205 степени на кубический сантиметр в секунду. Это означает, что ожидаемое время распада значительно превышает текущий возраст Вселенной. Однако важно понимать, что такой переход не предоставляет возможности извлечения энергии. Энергия, выделяющаяся при переходе, была бы локализована в стенке пузыря истинного вакуума, распространяющейся со скоростью, близкой к скорости света, и не могла бы быть использована для полезной работы. Более того, сам процесс
привел бы к катастрофическим изменениям фундаментальных констант и законов физики в затронутой области. Проблема космологической постоянной является одним из главных стимулов для разработки теории квантовой гравитации, которая должна объединить общую теорию относительности и квантовую теорию поля. В подходе петлевой квантовой гравитации, например, квантование геометрии пространства-времени на планковском масштабе может привести к естественному обрезанию высокочастотных мод, устраняющему расходимость плотности энергии вакуума. Однако конкретные вычисления в этой теории пока не достигли уровня, необходимого для количественного предсказания наблюдаемой плотности темной энергии. В теории струн проблема космологической постоянной проявляется через концепцию ландшафта вакуумов. Согласно этой гипотезе, существует огромное число, порядка 10 в 500 степени, возможных конфигураций компактифицированных дополнительных измерений, каждая из которых соответствует разной Вселенной с уникальными физическими законами и значениями космологической постоянной. Наша Вселенная, согласно антропному принципу, находится в одной из тех редких областей ландшафта, где космологическая постоянная достаточно мала для формирования галактик и жизни. Однако эта интерпретация остается спекулятивной, так как отсутствует механизм, объясняющий, почему наша Вселенная оказалась именно в этом состоянии и как происходит переход между различными вакуумами. Также важно понимать, что энергия вакуума в космологическом контексте не является источником энергии, который можно использовать. Ее однородность и изотропность означают отсутствие градиентов энергии, необходимых для совершения работы. Более того, попытки локально изменить плотность энергии вакуума приводят к возникновению сильных гравитационных полей, которые компенсируют любой потенциальный выигрыш в энергии. Например, создание области с пониженной плотностью энергии вакуума требует введения отрицательной энергии, что связано с нарушением энергетических условий в общей теории относительности и может привести к нестабильности пространства-времени. Экспериментальные попытки обнаружить вариации плотности энергии вакуума на локальных масштабах, такие как измерение гравитационного взаимодействия на субмиллиметровых расстояниях, не выявили отклонений от закона тяготения Ньютона, что подтверждает однородность и постоянство энергии вакуума в пределах точности современных измерений. Эти эксперименты, проводимые с использованием крутильных весов и атомной интерферометрии, исключают возможность существования локальных градиентов энергии вакуума, которые могли бы быть использованы для извлечения энергии. Таким образом, энергия вакуума, будучи ключевым элементом современной космологии, демонстрирует глубокую связь между квантовой теорией поля и общей теорией относительности. Ее роль в ускоренном расширении Вселенной подтверждена многочисленными независимыми наблюдениями, но грандиозное расхождение между теоретическим и наблюдаемым значениями плотности энергии указывает на неполноту наших теоретических представлений. Эта проблема не только стимулирует поиск теории квантовой гравитации, но и подчеркивает важность строгого научного метода, в отличие от псевдонаучных интерпретаций. Центральное препятствие для извлечения энергии нулевой точки заключается в ее фундаментальном определении как состояние минимально возможной энергии. В квантовой теории энергия системы определяется как собственное значение гамильтониана, оператора, описывающего полную энергию системы. Для любого квантового поля гамильтониан может быть представлен через операторы рождения и уничтожения квантов возбуждения поля. При этом математическая структура гамильтониана содержит слагаемое, соответствующее половине произведения постоянной Планка на частоту колебаний для каждой моды поля. Это слагаемое
не зависит от числа квантов возбуждения и сохраняется даже в состоянии, когда все операторы уничтожения дают нулевой результат, то есть в основном состоянии системы. Физически это означает, что энергия нулевой точки представляет собой не запас энергии, который можно использовать, а саму нижнюю границу энергетического спектра системы. Для совершения работы необходимо наличие градиента энергии, разности энергетических уровней, через которую может происходить поток энергии. Однако энергия нулевой точки, будучи однородной и изотропной по всему пространству, не создает таких градиентов. Это можно понять через математическую структуру квантового вакуума. Тензор энергии импульса для вакуума пропорционален метрическому тензору, что означает отсутствие локальных вариаций плотности энергии. В отличие от обычных форм материи, где градиенты плотности или давления создают силы, в вакууме эти градиенты тождественно равны нулю. Тут важно понимать, что энергия нулевой точки не является локализованной величиной в обычном смысле. В квантовой теории поля энергия – это глобальная характеристика системы, а не локальная плотность, которую можно измерить в отдельной точке. Оператор плотности энергии в квантовой теории поля содержит произведение операторов поля в одной точке, что математически не определено из-за сингулярности при совпадении точек. Для корректного определения необходимо регуляризовать теорию, например, через введение обрезания по высоким импульсам. После регуляризации плотность энергии становится конечной, но при этом теряет свой смысл как локальная величина, она определяется только относительно некоторого фона и имеет физический смысл только при сравнении различных конфигураций системы. Этот факт имеет глубокие последствия для попыток извлечения энергии. Любой процесс, предполагающий локальное изменение плотности энергии вакуума, на самом деле измеряет не абсолютную энергию, а ее разность между двумя состояниями. Например, в эффекте Казимира сила возникает не из-за самой энергии вакуума, а из-за разности энергии флуктуаций между двумя конфигурациями, с пластинами и без них. Эта разность конечна и измерима, но сама по себе не предоставляет способа получения чистого прироста энергии, так как для изменения конфигурации, например, для сближения пластин, требуется затрата энергии извне. Термодинамические законы дают еще более строгое обоснование невозможности извлечения энергии нулевой точки. Первый закон термодинамики, являющийся следствием временной трансляционной симметрии в физических теориях, утверждает, что энергия замкнутой системы сохраняется. В контексте квантовой теории поля это означает, что оператор полной энергии коммутирует с гамильтонианом системы, и его собственные значения постоянны во времени. Попытка извлечения энергии из вакуума без подвода энергии извне нарушала бы это фундаментальное соотношение, так как вакуум уже находится в состоянии минимальной энергии. Второй закон термодинамики, связанный с неубыванием энтропии, также запрещает такие процессы. Энтропия замкнутой системы может только увеличиваться или оставаться постоянной, что ограничивает направление возможных процессов. Для извлечения энергии из вакуума потребовалось бы создать систему с отрицательной энтропией или упорядочить квантовые флуктуации, что противоречит статистической природе этих флуктуаций. Квантовые флуктуации, будучи случайными и некоррелированными на больших масштабах, не могут быть использованы для создания упорядоченного потока энергии без внесения дополнительной информации и энергии извне. Рассмотрим конкретный пример, иллюстрирующий термодинамические ограничения. Попытку построить цикл, использующий силу Казимира для получения чистой работы. Предположим, у нас есть две пластины, которые сближаются под действием силы Казимира, совершая работу. Для замыкания цикла необходимо вернуть пластины в исходное положение,
что требует затраты энергии на преодоление силы притяжения. Математически работа, выполненная при сближении пластин, равна интегралу от силы Казимира по расстоянию, а работа, необходимая для их раздвижения, равна этому же интегралу с противоположным знаком. В идеальном случае, без потерь, эти работы точно компенсируют друг друга, давая нулевой чистый выход энергии. Однако в реальных системах всегда присутствуют необратимые процессы, такие как трение или излучение, которые увеличивают энтропию системы. Это означает, что работа, необходимая для раздвижения пластин, всегда будет больше работы, полученной при их сближении. Таким образом, попытка создать цикл с чистым приростом энергии неизбежно нарушает второй закон термодинамики, так как привела бы к уменьшению общей энтропии замкнутой системы. Принцип локальности в квантовой теории поля добавляет еще один уровень запрета на извлечение энергии. В релятивистских квантовых теориях операторы, соответствующие измерениям в пространственно разделенных точках, коммутируют между собой. Это означает, что локальное изменение состояния поля в одной области не может мгновенно повлиять на состояние в другой области. Применительно к энергии нулевой точки это означает, что попытка локально извлечь энергию из вакуума в одной точке не может создать градиент энергии, необходимый для передачи этой энергии в другую точку, без нарушения причинности. Более формально, коммутатор операторов плотности энергии в двух различных пространственно-временных точках равен нулю для пространственно подобных интервалов. Это следует из микропричинности в квантовой теории поля и означает, что локальные флуктуации энергии не могут быть использованы для передачи информации или энергии быстрее скорости света. Таким образом, даже если бы существовала гипотетическая технология для локального изменения плотности энергии вакуума, она не могла бы создать устойчивый поток энергии, необходимый для практических приложений. Квантовые флуктуации и их связь с энтропией представляют собой еще один аспект проблемы. Энтропия квантовой системы определяется через матрицу плотности и измеряет степень смешанности состояния. Для чистого состояния, такого как вакуум, энтропия равна нулю, что отражает его максимальную упорядоченность в квантовом смысле. Однако квантовые флуктуации, наблюдаемые в вакууме, не создают дополнительной энтропии, так как они являются не случайными колебаниями вокруг среднего значения, определенными коммутационными соотношениями операторов поля. Это можно понять через соотношение неопределенностей для квантовых полей. Дисперсия поля в вакууме конечна и определяется коммутатором операторов поля, но эти флуктуации не увеличивают энтропию системы, так как они полностью предсказуемы в рамках квантовой теории. Для извлечения энергии из флуктуаций потребовалось бы преобразовать их в классические случайные флуктуации, что увеличило бы энтропию системы и потребовало бы затраты энергии извне. Важно также рассмотреть утверждение о бесконечной энергии вакуума и его связь с возможностью извлечения энергии. Как уже обсуждалось ранее, прямое суммирование энергии нулевых колебаний для всех мод поля приводит к бесконечной плотности энергии. Однако эта бесконечность является артефактом нерегуляризованной теории и устраняется при корректном применении методов квантовой теории поля. Физически значимыми являются не абсолютные значения энергии, а их разности, которые конечны и измеримы. Математически это соответствует процедуре перенормировки, где бесконечные вклады вычитаются через переопределение параметров теории. Например, в квантовой электродинамике бесконечный вклад от самодействия электрона компенсируется перенормировкой его массы и заряда. Аналогично, в космологическом контексте бесконечная плотность энергии вакуума не влияет на наблюдаемые величины, так как гравитационный эффект определяется только конечными разностями энергии. К
Критически важно понимать, что бесконечность энергии вакуума в неренормированной теории не означает наличие неограниченного запаса энергии. Это математическая особенность, связанная с предположением о том, что теория применима до бесконечно высоких энергий, что заведомо неверно. На планковских масштабах, где гравитационные эффекты становятся сопоставимыми с квантовыми, текущая теория перестает быть применимой, и ожидается, что более фундаментальная теория квантовой гравитации устранит эту расходимость. Даже если предположить гипотетическую возможность локального изменения плотности энергии вакуума, возникают непреодолимые проблемы, связанные с общей теорией относительности. Согласно уравнениям Эйнштейна, любое изменение плотности энергии приводит к изменению кривизны пространства-времени. Попытка создать область с пониженной плотностью энергии вакуума эквивалентна введению отрицательной энергии, что нарушает слабое энергетическое условие в общей теории относительности. Такие конфигурации нестабильны и могут привести к образованию горизонтов событий или другим патологическим структурам пространства-времени. Например, если бы удалось создать пузырь с отрицательной плотностью энергии, окруженный нормальным вакуумом, это привело бы к образованию черной дыры или других экзотических объектов, где гравитационные эффекты полностью компенсировали бы любой потенциальный выигрыш в энергии. Более того, согласно теореме об энергии в общей теории относительности, полная энергия асимптотически плоского пространства-времени не может быть отрицательной, что еще раз подчеркивает невозможность извлечения энергии из вакуума без нарушения фундаментальных принципов. Экспериментальные проверки этих теоретических ограничений проводились в различных контекстах. Например, попытки обнаружить аномальные энергетические эффекты, связанные с квантовыми флуктуациями в системах, использующих эффект Казимира, не выявили никаких отклонений от предсказаний стандартной теории. Измерения силы Казимира с высокой точностью подтверждают, что работа, затраченная на изменение конфигурации системы, всегда равна или превышает полученную энергию в полном согласии с термодинамическими законами. Аналогичные результаты были получены в исследованиях динамического эффекта Казимира, где движущиеся зеркала преобразуют виртуальные фотоны в реальные. Эксперименты показали, что энергия, затраченная на движение зеркал, всегда превышает энергию созданных фотонов, что подтверждает отсутствие чистого прироста энергии. Эти результаты согласуются с теоретическими расчетами, которые показывают, что эффективность такого процесса ограничена термодинамическими соотношениями и не может превысить единицу. В контексте квантовой информации теорема о запрете клонирования и принцип Никелона также подтверждают невозможность извлечения энергии из вакуума. Эти принципы утверждают, что невозможно создать точную копию неизвестного квантового состояния, что связано с сохранением информации в квантовых системах. Применительно к энергии нулевой точки это означает, что попытка скопировать квантовые флуктуации для создания дополнительной энергии нарушала бы фундаментальные законы квантовой механики. Кроме того, анализ симметрии в квантовой теории поля показывает, что энергия нулевой точки связана с нарушением классической симметрии масштабирования. В классической теории безмассовое поле инвариантно относительно масштабных преобразований, но квантовые коррекции нарушают эту симметрию, что приводит к появлению ненулевой энергии основного состояния. Однако это нарушение симметрии не создает возможности для извлечения энергии, так как оно проявляется только в глобальных характеристиках системы, а не в локальных градиентах. Таким образом, фундаментальные причины невозможности извлечения энергии нулевой точки носят комплексный характер
и охватывают все основные разделы теоретической физики: квантовую механику, термодинамику, теорию поля и общую теорию относительности. Каждый из этих разделов предоставляет независимые аргументы, подтверждающие, что энергия нулевой точки, будучи реальным физическим явлением, не может служить источником полезной работы. Это не вопрос технических ограничений или недостатка технологий, а фундаментальное ограничение, вытекающее из глубинных принципов физики. Попытки обойти эти ограничения эквивалентны попыткам создания вечного двигателя, которые были опровергнуты еще в XIX веке на основе законов термодинамики. Современная физика не только подтверждает эти классические результаты, но и углубляет их, показывая, что даже на квантовом уровне фундаментальные законы сохранения и термодинамические принципы остаются непоколебимыми. Еще важно понимать, что признание невозможности извлечения энергии нулевой точки не умаляет ее научной значимости. Напротив, энергия нулевой точки играет ключевую роль во многих физических явлениях, от лэмбовского сдвига до ускоренного расширения Вселенной. Ее изучение продолжает стимулировать развитие фундаментальной физики, включая поиск теории квантовой гравитации и понимание природы темной энергии. Эффект Унруха представляет собой глубокий результат, связывающий ускоренное движение с термодинамическими свойствами квантового вакуума. Его математическая структура возникает из анализа того, как ускоренный наблюдатель воспринимает моды квантового поля по сравнению с инерциальным наблюдателем. В инерциальной системе отсчета вакуум определяется как состояние, в котором все операторы уничтожения дают нулевой результат. Однако для ускоренного наблюдателя, чья траектория в пространстве времени описывается гиперболой, постоянное собственное ускорение, разложение поля на положительные и отрицательные частоты отличается от инерциального случая. Ключевой момент. Преобразование между модами инерциального и ускоренного наблюдателей описывается боза-эйнштейновской статистикой, что приводит к появлению теплового спектра частиц. Температура Унруха пропорциональна собственному ускорению наблюдателя и равна произведению постоянной Планка, собственного ускорения и обратной величины удвоенного произведения скорости света и постоянной Больцмана. Для достижения температуры в 1 Кельвин требуется ускорение порядка 10 в 21 степени метров на секунду в квадрате, величина, недостижимая в лабораторных условиях. Критически важно понимать, что эффект Унруха не создает возможности для извлечения энергии. Для поддержания постоянного ускорения требуется непрерывная затрата энергии извне, и эта затрата всегда превышает энергию, которую можно было бы получить из воспринимаемого теплового излучения. Математически это следует из того, что оператор энергии для ускоренного наблюдателя не совпадает с оператором энергии инерциального наблюдателя, и переход между ними вносит дополнительные члены, компенсирующие любой потенциальный прирост энергии. Более того, тепловое излучение, воспринимаемое ускоренным наблюдателем, не может быть использовано для совершения работы, так как оно связано с неинерциальной системой отсчета и не представляет собой реального потока энергии в инерциальной системе. Излучение Хокинга, предсказанное Стивеном Хокингом в 1974 году, описывает процесс, при котором черные дыры теряют массу через квантовые эффекты вблизи горизонта событий. Математическая основа этого явления лежит в анализе квантовых полей в искривленном пространстве времени Шварцшильда. Горизонт событий разделяет пространство-время на две causally disconnected области, что приводит к нетривиальному соотношению между модами поля внутри и вне горизонта. Конкретно,
Вакуумное состояние, определенное для наблюдателя на бесконечности, асимптотически плоское пространство, содержит частицы относительно вакуума, определенного для наблюдателя, свободно падающего через горизонт. Это связано с тем, что положительные и отрицательные частоты вблизи горизонта смешиваются из-за сильного гравитационного поля. Для скалярного поля решение уравнения Клейна-Гордона в метрике Шварцшильда показывает, что амплитуда излучения пропорциональна экспоненте от минус отношения энергии частицы к температуре Хокинга. Температура излучения Хокинга обратно пропорциональна массе черной дыры и равна произведению постоянной Планка, куба скорости света, деленному на восьмикратное произведение гравитационной постоянной, массы черной дыры и постоянной Больцмана. Для черной дыры солнечной массы эта температура составляет около 6 умножить на 10 в минус 8 степени Кельвина, величина, на несколько порядков ниже реликтового излучения, что делает прямое наблюдение практически невозможным. Важно понимать, что энергия излучения Хокинга не поступает из вакуума напрямую, а за счет уменьшения массы черной дыры. Механизм этого процесса можно описать через виртуальные пары частица-античастица вблизи горизонта. Одна частица с отрицательной энергией относительно бесконечности падает в черную дыру, уменьшая ее массу, а другая с положительной энергией уходит на бесконечность. Однако это описание в терминах виртуальных частиц является упрощенным. Строгое квантово-полевое рассмотрение показывает, что поток энергии определяется через тензор энергии импульса, усредненный по квантовому состоянию, и связан с геометрией пространства-времени. Динамический эффект Казимира представляет собой обобщение статического эффекта Казимира на случай движущихся границ. В отличие от статического случая, где сила возникает из-за ограничения спектра мод, в динамическом случае движение границ приводит к реальному рождению фотонов из вакуума. Математически это описывается через уравнение Матье для амплитуды электромагнитного поля в присутствии движущихся зеркал. Когда частота движения зеркал близка к удвоенной собственной частоте резонатора, возникает параметрический резонанс, приводящий к экспоненциальному росту амплитуды поля. Этот процесс формально аналогичен рождению частиц в расширяющейся Вселенной или в ускоренно движущемся зеркале. В эксперименте 2011 года, проведенном в Chalmers University of Technology, динамический эффект Казимира был реализован через модуляцию индуктивности сверхпроводящего квантового интерферометра с частотой около 11 ГГц. Критически важно отметить, что энергия, затраченная на модуляцию параметров системы, всегда превышает энергию созданных фотонов. Это следует из анализа баланса мощности. Для поддержания параметрического резонанса требуется вводить энергию со скоростью, превышающей скорость рождения фотонов. Более того, эффективность преобразования энергии модуляции в фотоны ограничена термодинамическими соотношениями и не может превысить единицу. Таким образом, динамический эффект Казимира, хотя и демонстрирует преобразование виртуальных флуктуаций в реальные частицы, не предоставляет способа получения чистого прироста энергии. Сжатые состояния света в квантовой оптике представляют собой класс квантовых состояний, в которых дисперсия одной квантовой переменной уменьшена за счет увеличения дисперсии сопряженной переменной. Эта структура напрямую связана с соотношением неопределенностей Гейзенберга для квантового гармонического осциллятора. В классическом осцилляторе неопределенность координаты и импульса может быть сколь угодно мало, но в квантовом случае произведение дисперсий ограничено снизу половиной постоянной Планка. Сжатые состояния достигаются через нелинейные оптические процессы, такие как параметрическое рассеяние, где один фотон накачки распадается на два фотона сигнала и холостого хода.
Математически сжатое состояние получается применением оператора сжатия к вакуумному состоянию. Этот оператор является унитарным и сохраняет коммутационные соотношения операторов поля, что означает сохранение общего объема неопределенности в фазовом пространстве. Ключевой момент – сжатые состояния не создают дополнительной энергии, а только перераспределяют уже существующую энергию между различными степенями свободы. Например, в сжатом вакууме средняя энергия остается равной половине произведения постоянной Планка на угловую частоту, как и в обычном вакууме, но дисперсии электрического и магнитного полей становятся несимметричными. Это свойство используется в гравитационно-волновых обсерваториях для повышения чувствительности измерений, но не предоставляет способа генерации энергии. Квантовое запутывание вакуума – это явление, при котором виртуальные частицы, возникающие в квантовых флуктуациях, могут находиться в запутанных состояниях. Математически это выражается через структуру вакуумного состояния как суммы по всем возможным парам частиц с противоположными импульсами и спинами. Для свободного скалярного поля вакуумное состояние может быть записано как экспонента от интеграла по всем импульсам от оператора рождения пар частиц с противоположными импульсами. Это запутывание имеет глубокие последствия для теории информации и гравитации. Например, энтропия вытянутой области пространства пропорциональна площади ее границы, а не объему, что напоминает закон Бекенштейна-Хокинга для черных дыр. Однако квантовое запутывание вакуума не предоставляет способа извлечения энергии или передачи информации быстрее скорости света. Это связано с тем, что запутанность в вакууме является скрытой. Для ее обнаружения требуется совместное измерение в двух пространственно разделенных точках, что не позволяет использовать ее для сверхсветовой коммуникации. Квантовый шум – это фундаментальный предел точности измерений, возникающий из принципа неопределенности и энергии нулевой точки. В контексте квантовой теории поля квантовый шум проявляется как флуктуации операторов наблюдаемых величин вокруг их средних значений. Например, дисперсия электрического поля в вакууме пропорциональна кубу частоты и постоянной Планка, деленной на объем пространства. Эти флуктуации ограничивают чувствительность различных измерительных устройств. В гравитационно-волновых обсерваториях, таких как LIGO, квантовый шум фотонов ограничивает способность обнаруживать изменения длины интерферометра на уровне 0,1 доли диаметра протона. Для преодоления этого предела используются сжатые состояния света, которые уменьшают шум в одной квантовой переменной за счет увеличения шума в другой. Однако важно понимать, что квантовый шум не может быть использован для генерации энергии. Наоборот, он представляет собой источник потерь и ограничивает эффективность квантовых устройств. Роль виртуальных частиц в взаимодействиях является центральной в квантовой теории поля и описывается через теорию возмущений и диаграммы Фейнмана. Виртуальные частицы соответствуют внутренним линиям диаграмм Фейнмана и математически представляют собой пропагаторы, функции Грина уравнений поля. Ключевая особенность виртуальных частиц – они не подчиняются соотношению между энергией и импульсом, характерному для реальных частиц, находятся вне массовой оболочки. Например, для скалярного поля пропагатор содержит знаменатель, равный квадрату энергии минус квадрат импульса минус квадрат массы, что позволяет энергии и импульсу виртуальной частицы принимать любые значения, не связанные с соотношением. Это формально позволяет виртуальным частицам нарушать законы сохранения энергии и импульса в промежуточных состояниях. Однако важно подчеркнуть, что в полной амплитуде процесса, учитывающей все возможные диаграммы, законы сохранения выполняются точно. Виртуальные частицы
не могут быть использованы как источник энергии по нескольким фундаментальным причинам. Во-первых, их существование ограничено временем, определяемым соотношением неопределенностей, что делает их недоступными для прямого наблюдения или использования. Во-вторых, амплитуда процесса с виртуальными частицами пропорциональна степени константы связи, что означает, что их вклад уменьшается с увеличением числа вершин в диаграмме. В-третьих, даже в высших порядках теории возмущений суммарная энергия системы сохраняется, что исключает возможность извлечения чистого прироста энергии. Критически важно понимать, что виртуальные частицы – это не физические объекты, а математические члены ряда теорий возмущений. Их нельзя обнаружить напрямую, и любые попытки интерпретировать их как реальные частицы, которые можно поймать или использовать, являются ошибочными. Например, в эффекте Казимира сила возникает не из-за обмена виртуальными фотонами между пластинами, а из-за изменения спектра мод электромагнитного поля, что можно вычислить без использования диаграмм Фейнмана. Экспериментальные проверки этих концепций проводились в различных контекстах. Например, измерения лэмбовского сдвига и аномального магнитного момента электрона подтверждают точность квантовой электродинамики с точностью до 1 части из 10 миллиардов, что включает вклады от всех порядков теории возмущений с виртуальными частицами. Однако ни одно из этих измерений не показало отклонений, которые могли бы указывать на возможность извлечения энергии из квантовых флуктуаций. Таким образом, все рассмотренные явления, эффект Унруха, излучение Хокинга, динамический эффект Казимира, сжатые состояния света, квантовое запутывание вакуума и квантовый шум являются подтвержденными физическими явлениями, возникающими из квантовых свойств вакуума. Однако каждая из них строго подчиняется фундаментальным законам сохранения и термодинамическим принципам, что делает невозможным их использование для извлечения энергии. Эти явления не только не опровергают, но и подтверждают невозможность создания источника свободной энергии на основе квантовых флуктуаций. Со всеми этими разговорами о бескрайнем скрытом море энергии возникает один соблазнительный вопрос. Можем ли мы ее использовать? Можем ли мы создать машину, которая погрузит свой черпак в квантовый вакуум и извлечет безграничную чистую энергию? Идея генератора энергии нулевой точки подпитывала мечты научной фантастики. И, честно говоря, обещания бесчисленных изобретателей на протяжении десятилетий. Это величайшее обещание бесплатного обеда. К сожалению, эта мечта твердо запрещена законами физики в том виде, в каком мы их понимаем. Вселенная, похоже, не раздает свою энергию даром. Псевдонаучные заявления об извлечении энергии нулевой точки обладают рядом характерных признаков, которые позволяют их идентифицировать даже без глубокого погружения в физические детали. Первый и наиболее распространенный признак – использование научной терминологии без четкого физического объяснения. Например, утверждения вроде «наше устройство использует квантовые флуктуации вакуума через резонансные колебания ложного вакуума» звучат научно, но не содержат конкретики о том, как именно достигается этот резонанс, какие уравнения описывают процесс, или как обходятся фундаментальные ограничения, такие как закон сохранения энергии. Критически важно понимать, что в научной литературе каждое утверждение подкрепляется математическим аппаратом или экспериментальными данными. В псевдонаучных заявлениях, напротив, термины вроде «квантовая запутанность», «виртуальные частицы» или «энергия нулевой точки» используются как заклинания, без указания их точного значения в контексте утверждения. Например, утверждение, что устройство преобразует виртуальные частицы в реальные, игнорирует тот факт, что виртуальные частицы –
Это математические члены ряда теорий возмущений, а не физические объекты, которые можно преобразовать. В квантовой теории поля виртуальные частицы соответствуют внутренним линиям диаграмм Фейнмана и не подчиняются соотношению между энергией и импульсом, характерному для реальных частиц. Их нельзя обнаружить напрямую, и любые попытки интерпретировать их как материальные сущности являются физически бессмысленными. Второй ключевой признак псевдонауки – отсутствие независимой проверки и воспроизводимости результатов. В науке публикация в рецензируемом журнале – только первый этап. Истинная проверка приходит через независимое воспроизведение результатов другими исследовательскими группами. Например, эффект Казимира был предсказан в 1948 году, но его количественное подтверждение с высокой точностью получено только в 1997 году Стивом Ламоро и его коллегами, а позже подтверждено множеством независимых экспериментов. В отличие от этого, псевдонаучные устройства, такие как многочисленные генераторы свободной энергии, никогда не проходят независимую верификацию. Типичный сценарий. Изобретатель демонстрирует устройство перед ограниченной аудиторией, часто сопровождая демонстрацию туманными объяснениями и ссылками на коммерческую тайну. Когда независимые эксперты просят провести тесты в контролируемых условиях, находятся причины для отказа: отсутствие подходящего оборудования, неподходящие условия или угрозы подавлением со стороны крупных энергетических корпораций. Например, в случае с устройствами Андреа Росси, который утверждает, что его ECAT-NGU производит энергию через низкоэнергетические ядерные реакции, все попытки независимой проверки были заблокированы под различными предлогами. В 2019 году шведское энергетическое агентство провело независимый тест, но Россия отказался предоставить устройство для анализа, сославшись на коммерческую тайну. Третий характерный признак – ссылки на теории заговора и подавление со стороны могущественных корпораций или правительств. Это позволяет псевдонаучным теоретикам объяснить отсутствие признания их идей научным сообществом не ошибками в их собственных утверждениях, а внешними заговорами. Однако анализ показывает, что научное сообщество имеет сильные стимулы для принятия революционных идей: Нобелевские премии, финансирование, карьерный рост. Если бы существовало устройство, нарушающее законы термодинамики, его создатель немедленно получил бы высшую научную славу и богатство. Например, открытие ускоренного расширения Вселенной, сделанное группами Перлмутера и Шмидта, принесло им Нобелевскую премию в 2011 году. Нет никаких доказательств того, что научное сообщество подавляет революционные идеи. Напротив, история науки полна примеров, когда радикальные идеи, такие как квантовая механика или теория относительности, были приняты именно потому, что они объясняли явления, которые не удавалось понять в рамках старых теорий. Четвертый признак – обещание революционных изменений без технических деталей. Псевдонаучные заявления часто обещают бесплатную энергию для всего мира, революцию в транспорте или решение энергетического кризиса, но не предоставляют конкретных данных о КПД устройства, его стоимости, сроках службы или инженерных ограничениях. Например, утверждение о том, что устройство производит больше энергии, чем потребляет, коэффициент усиления больше единицы, игнорирует тот факт, что первый закон термодинамики запрещает такие процессы в замкнутых системах. В научных публикациях, напротив, всегда приводятся точные данные об эффективности, погрешностях измерений и ограничениях метода. Рассмотрим конкретный пример заявления Андреа Росси о его устройстве ECAT-NGU. Россия утверждает, что его устройство основано на низкоэнергетических ядерных реакциях, ЛЕНР, а не на энергии нулевой точки.
Но оба явления часто путают в псевдонаучных кругах. Ключевое различие. Леннер предполагает ядерные реакции при низких температурах, тогда как энергия нулевой точки относится к квантовым флуктуациям вакуума. Однако оба утверждения не имеют независимого научного подтверждения. История России демонстрирует все признаки псевдонауки. Начиная с 2011 года он неоднократно обещал коммерческие образцы устройства, но каждый раз сроки срывались. В 2014 году независимая группа ученых провела тест ECAT, но позже выяснилось, что эксперимент был организован при участии самого России, а измерения проводились без должного контроля. В 2018 году суд постановил, что Россия должен заплатить 89 миллионов долларов инвесторам за мошенничество, так как его устройство не работало, как обещано. Особенно показательно использование России искусственного интеллекта в разработке. В 2025 году он заявил, что ИИ оптимизировал параметры реактора, но не предоставил никаких данных о том, как именно ИИ был обучен или какие физические модели использовались. Это классический пример проблемы «мусор на входе, мусор на выходе». Если базовая физическая модель неверна, ИИ не может исправить эту ошибку, а только усилит ее. Например, если модель предполагает нарушение закона сохранения энергии, ИИ-алгоритм найдет параметры, которые подтверждают это нарушение в рамках ошибочной модели, но не создаст реального устройства, нарушающего фундаментальные законы физики. Перейдем к критике Quantum Drive компании Ivo, который якобы проходит испытания на орбитальном спутнике OTP-2. Утверждается, что спутник демонстрирует замедление орбитального спуска без использования традиционного топлива, что якобы доказывает работу устройства. Однако анализ показывает, что наблюдаемый эффект легко объясняется известными физическими явлениями. Во-первых, атмосферное торможение на низких орбитах зависит от плотности верхних слоев атмосферы, которая колеблется в зависимости от солнечной активности. Во-вторых, солнечное давление, вызванное фотонами солнечного света, может создавать силу, сравнимую с заявленной для Quantum Drive. В-третьих, тепловые эффекты, возникающие из-за неравномерного нагрева спутника, могут приводить к эффекту Ярковского, который изменяет орбиту объекта. Сравним это с историей M-Drive, который 10 лет назад вызвал широкий резонанс, как двигатель без реактивной массы. Первоначальные измерения показывали небольшую тягу, но последующие исследования выявили систематические ошибки. Тепловые деформации установки, магнитные взаимодействия с окружающей средой и ошибки в измерении силы. В 2019 году команда из немецкого аэрокосмического центра провела эксперимент с повышенной точностью и показала, что наблюдаемая тяга полностью объясняется магнитным взаимодействием с Землей. Такие случаи демонстрируют важность научного метода и его этапов. Первый этап – внутренняя непротиворечивость теории. Любая новая гипотеза должна быть непротиворечивой в рамках существующих фундаментальных законов. Например, утверждение о создании энергии из ничего противоречит первому закону термодинамики, который является следствием временной трансляционной симметрии в физических теориях. Если гипотеза внутренне противоречива, дальнейшая проверка не требуется. Второй этап – математическая формулировка. Научная теория должна быть выражена в виде математических уравнений, которые позволяют делать количественные предсказания. Например, квантовая электродинамика выражается через Лагранжиан, содержащий члены взаимодействия электронов и фотонов, что позволяет вычислять вероятности процессов с высокой точностью. Псевдонаучные теории, напротив, часто ограничиваются расплывчатыми словесными описаниями без количественных предсказаний. Третий этап – экспериментальная проверка.
Эксперимент должен быть спроектирован так, чтобы исключить систематические ошибки и быть воспроизводимым. Например, в эксперименте по измерению силы Казимира Ламора использовал атомно-силовой микроскоп с калибровкой по электростатическим силам, что позволило достичь точности в 0,1 пиконьютона. В псевдонаучных экспериментах, напротив, часто отсутствует надлежащая калибровка, контрольные измерения и учет фоновых эффектов. Четвертый этап – публикация и рецензирование. Научная статья должна быть опубликована в рецензируемом журнале, где независимые эксперты оценивают ее достоверность. Например, оригинальная статья Ламора об эффекте Казимира была опубликована в Physical Review Letters, одном из самых авторитетных физических журналов, после строгого рецензирования. Псевдонаучные заявления, напротив, часто публикуются в собственных блогах, на YouTube или в нерецензируемых журналах. 5 ключевых признаков достоверной науки: публикация в рецензируемых журналах, воспроизводимость результатов, прозрачность методов, согласованность с существующими знаниями и скромность в заявлениях. Отсутствие любого из этих элементов делает утверждение ненаучным. Например, если результаты не воспроизводимы другими исследователями, как в случае с холодным ядерным синтезом Флейшмана и Понса, они не принимаются научным сообществом, независимо от того, насколько убедительными кажутся первоначальные данные. Этическая и социальная цена псевдонауки многогранна. Во-первых, она отвлекает ресурсы от реальных решений энергетических проблем. Например, инвестиции в псевдонаучные генераторы свободной энергии могли бы быть направлены на развитие солнечной энергетики, где эффективность кремниевых элементов уже превышает 26%, или на термоядерный синтез, где проект ИТЕР приближается к демонстрации научной осуществимости. Во-вторых, псевдонаука вводит в заблуждение инвесторов и потребителей, приводя к финансовым потерям. Например, в 2014 году компания Стиорн, утверждавшая, что создала устройство, производящее больше энергии, чем потребляет, привлекла более 10 миллионов евро инвестиций, прежде чем признать, что их устройство не работает. В 2018 году инвесторы подали в суд на Андреа Росси, потребовав вернуть 89 миллионов долларов, что в конечном итоге привело к судебному решению в их пользу. В-третьих, псевдонаука подрывает доверие к реальной науке. Когда утверждения вроде «ученые скрывают свободную энергию» становятся популярными, это создает недоверие к научному сообществу в целом, что опасно не только для физики, но и для других областей, таких как климатология или медицина. Например, в 2021 году опрос показал, что 23% россиян верят, что изменение климата – это научный миф, частично из-за распространения теорий заговора в интернете. С психологической точки зрения, привлекательность псевдонаучных утверждений объясняется несколькими факторами. Во-первых, желание простого решения сложных проблем. Энергетический кризис, изменение климата и другие глобальные вызовы требуют сложных многоуровневых решений, тогда как псевдонаука предлагает волшебную таблетку. Во-вторых, теории заговора удовлетворяют потребность в объяснении неудач или несправедливости. Если мир несправедлив, то, возможно, это из-за злых корпораций, скрывающих технологии. В-третьих, ложная надежда. Вера в то, что решение всех проблем уже существует, но скрыто, дает психологический комфорт. Однако важно понимать, что научный прогресс достигается не через революционные открытия, нарушающие фундаментальные законы, а через постепенное накопление знаний и технологий. Например, развитие солнечной энергетики – это результат десятилетий исследований в области полупроводниковой физики, материаловедения и инженерии, а не секретной технологии, которую якобы скрывают корпорации.
Ключевые признаки мошенничества включают расплывчатые формулировки без технических деталей, отсутствие независимой проверки, ссылки на тайные знания или подавление корпорациями и обещание немедленного решения сложных проблем. Например, если заявление об устройстве не содержит точных данных об эффективности, методах измерения или сравнения с существующими технологиями, оно, скорее всего, псевдонаучное. Например, в июле 2025 года Argonne National Laboratory объявила о разработке нового материала на основе магниевого оксида для хранения квантовой информации. Это заявление сопровождалось подробной статьей в Physical Review Letters, содержащей математические модели, экспериментальные данные и сравнение с существующими материалами. В отличие от этого, псевдонаучные заявления часто ограничиваются пресс-релизами без технических деталей. Таким образом, строгий научный метод – единственный надежный путь к истине. Он требует внутренней непротиворечивости, математической формулировки, экспериментальной проверки и независимой верификации. Псевдонаучные утверждения об извлечении энергии нулевой точки нарушают все эти критерии, что делает их физически невероятными и научно недостоверными. Понимание этих принципов критически важно не только для оценки конкретных утверждений об энергии вакуума, но и для развития научной грамотности в целом. В мире, переполненном дезинформацией, умение отличать науку от псевдонауки становится ключевым навыком для принятия обоснованных решений, как на личном, так и на общественном уровне. Этическая ответственность ученых включает не только проведение исследований, но и активное противодействие распространению псевдонауки. Это не означает игнорирование новых идей. Наука всегда открыта для революционных открытий, но требует, чтобы эти идеи проходили строгую проверку в соответствии с научным методом. История науки полна примеров, когда радикальные идеи, такие как квантовая механика или теория относительности, были приняты именно потому, что они выдержали эту проверку, а не потому, что их авторы утверждали, что их подавляют. В заключение, псевдонаука вокруг энергии нулевой точки – это не безобидное заблуждение, а серьезная проблема, имеющая реальные последствия для науки, экономики и общества. Борьба с ней требует не только научной компетентности, но и этической ответственности, понимания того, что искажение научных фактов ради коммерческой выгоды или славы подрывает основы научного прогресса и вредит обществу в целом. Только через строгое следование научному методу, открытость к новым идеям при условии их проверки и развитие критического мышления мы можем обеспечить устойчивый прогресс в понимании природы и решении реальных проблем человечества. Энергия нулевой точки – реальный физический феномен, но его использование как источника энергии невозможно в рамках известных физических законов, и любые утверждения об обратном должны рассматриваться с крайней скептичностью до тех пор, пока они не пройдут все этапы научной проверки. Реальный прогресс в энергетике достигается через последовательное развитие научно обоснованных технологий, а не через поиск мифических источников бесплатной энергии. Рассмотрим конкретные примеры, где фундаментальные физические принципы успешно применяются для решения энергетических проблем. Солнечная энергетика демонстрирует впечатляющие достижения благодаря глубокому пониманию полупроводниковой физики и квантовых процессов в материалах. Современные кремниевые солнечные элементы достигли эффективности более 26%, что означает преобразование более четверти падающей солнечной энергии в электричество. Этот прогресс стал возможен благодаря контролю дефектов кристаллической решетки, оптимизации антиотражающих покрытий и созданию passivating contacts,
которые минимизируют рекомбинацию электронов и дырок на поверхности. Перовскитные солнечные элементы, основанные на гибридных органически-неорганических материалах, показывают еще больший потенциал. В лабораторных условиях их эффективность превысила 30%. Ключевой фактор здесь – управление квантовыми свойствами материалов на наноуровне, включая настройку ширины запрещенной зоны, и минимизацию безизлучательной рекомбинации. Ветровая энергетика развивается за счет улучшения аэродинамических характеристик турбин и оптимизации их работы при низких скоростях ветра. Современные турбины способны генерировать электроэнергию при скоростях ветра всего 2 метра в секунду, что значительно расширяет географические регионы, пригодные для ветроэнергетики. Это стало возможным благодаря применению композитных материалов с высокой прочностью на изгиб, адаптивных лопастей, меняющих форму в зависимости от скорости ветра, и сложных алгоритмов управления, основанных на теории турбулентности и вычислительной гидродинамики. Например, использование больших данных и машинного обучения позволяет предсказывать изменения скорости ветра с точностью до нескольких минут, оптимизируя угол установки лопастей для максимальной эффективности. Однако наиболее перспективной областью для будущего энергетики остается термоядерный синтез – процесс, который питает Солнце и звезды. В отличие от ядерного деления, синтез не производит долгоживущих радиоактивных отходов и использует практически неисчерпаемые источники топлива – дейтерий из морской воды и тритий, производимый из лития. Проект ИТЕР – международная экспериментальная термоядерная реактивная установка, строящийся во Франции, представляет собой токамак с магнитным полем, удерживающим плазму при температуре более 150 миллионов градусов, в 10 раз выше, чем в центре Солнца. Математическая структура удержания плазмы в токамаке основана на решении уравнений Максвелла и уравнений движения заряженных частиц в магнитном поле. Критический параметр – произведение плотности плазмы, температуры и времени удержания, которое должно превысить значение, известное как критерий Лоусона. В ИТЕР ожидается коэффициент усиления, отношение произведенной термоядерной мощности к мощности, затраченной на нагрев плазмы. Около 10, что сделает его первым устройством, демонстрирующим научную осуществимость термоядерного синтеза как источника энергии. Помимо ИТЕР, несколько частных компаний разрабатывают компактные термоядерные реакторы на основе альтернативных подходов. Например, Commonwealth Fusion Systems использует высокотемпературные сверхпроводники для создания более сильных магнитных полей, что позволяет уменьшить размеры реактора при сохранении эффективности удержания плазмы. Токамак Spark, разрабатываемый этой компанией, должен достичь положительного энергетического баланса к 2025 году. Другой подход – инерциальный термоядерный синтез, используемый в National Ignition Facility, где лазерные импульсы сжимают топливный микротаблет до условий, необходимых для синтеза. В 2023 году этот подход впервые продемонстрировал положительный энергетический выход, хотя и с небольшим коэффициентом усиления. Токамак Spark, разрабатываемый этой компанией, должен достичь положительного энергетического баланса к 2025 году. Другой подход – инерциальный термоядерный синтез, используемый в National Ignition Facility, где лазерные импульсы сжимают топливный микротаблет до условий, необходимых для синтеза. В 2023 году этот подход впервые продемонстрировал положительный энергетический выход, хотя и с небольшим коэффициентом усиления. Повышение энергоэффективности представляет собой не менее важный путь решения энергетических проблем.
Современные светодиодные лампы потребляют на 80% меньше энергии по сравнению с лампами накаливания, что стало возможным благодаря контролю рекомбинации электронов и дырок в полупроводниковых гетероструктурах. Энергоэффективные здания, оснащенные солнечными панелями и системами хранения энергии, могут быть энергетически независимыми, производя больше энергии, чем потребляя. Например, пассивные дома теряют менее 15 киловатт-часов энергии на квадратный метр в год, что в 10 раз меньше, чем традиционные здания, благодаря многослойной изоляции, рекуперации тепла и оптимизации теплопередачи. В промышленности оптимизация процессов приводит к значительному снижению энергопотребления. Например, в сталелитейной промышленности рекуперация тепла от доменных печей позволяет снизить потребление энергии на 30%. В химической промышленности использование катализаторов на основе наноматериалов уменьшает энергию, необходимую для химических реакций, за счет снижения энергии активации. Эти достижения основаны на глубоком понимании термодинамики, квантовой химии и материаловедения, а не на поиске мифических источников свободной энергии. Практические применения квантовых эффектов, часто неправильно интерпретируемых псевдонаучными теоретиками как источники энергии, на самом деле представляют собой технологии, которые не нарушают термодинамические законы. Квантовые сенсоры, например, используют квантовые интерференции для достижения экстремальной точности измерений, но не генерируют энергию. Атомные магнитометры на парах цезия достигают чувствительности 1 фемтотесла на корень герца благодаря квантовой интерференции атомных состояний в магнитном поле. Эти сенсоры применяются в геологоразведке для обнаружения минеральных ресурсов на глубине до 1 километра, но их работа требует затраты энергии на создание лазерного охлаждения и магнитной экранировки. Квантовые гравиметры, основанные на интерферометрии Бозе-Эйнштейна холодных атомов, измеряют ускорение свободного падения с точностью до 1 миллиардной доли G. Это позволяет обнаруживать подземные полости, нефтяные залежи и изменения уровня грунтовых вод. Однако энергетические затраты на охлаждение атомов до температур в 0,1 долю Кельвина значительно превышают любую потенциально извлекаемую информацию. Квантовые компьютеры, часто ошибочно интерпретируемые как устройства, нарушающие законы термодинамики, на самом деле представляют собой революцию в вычислительной мощности для определенных задач, таких как моделирование молекул и разработка лекарств. Однако они не создают энергию из ничего и требуют значительных затрат энергии для работы. Например, сверхпроводящие кубиты должны охлаждаться до температур в 0,1 долю Кельвина, что требует энергии, значительно превышающей ту, которую можно было бы получить от квантовых процессов в системе. Более того, теорема Ландауэра утверждает, что стирание 1 бита информации требует минимальной затраты энергии, пропорциональной температуре системы, что устанавливает термодинамический предел для эффективности вычислений. В июле 2025 года Argonne National Laboratory объявила о разработке нового материала на основе магниевого оксида, который может хранить квантовую информацию при более высоких температурах. Этот материал содержит дефекты в кристаллической решетке, где электроны сохраняют когерентность до 0,01 доли секунды при температуре 20 градусов Цельсия, в 10 раз дольше, чем в предыдущих материалах. Однако это достижение относится к области квантовых вычислений и не имеет никакого отношения к генерации энергии. Напротив, оно направлено на снижение энергетических затрат квантовых компьютеров за счет уменьшения потребности в экстремальном охлаждении. Важность развития научной грамотности и критического мышления
невозможно переоценить в современном мире, переполненном дезинформацией. Понимание научного метода, умение отличать достоверную информацию от псевдонаучной и критическая оценка заявлений являются ключевыми навыками для принятия обоснованных решений. Для углубленного изучения квантовой физики рекомендуется обратиться к фундаментальным трудам, таким как курс теоретической физики Ландау и Лившица. В частности, том 3 «Квантовая механика» содержит строгое математическое изложение основ квантовой теории, включая анализ квантового гармонического осциллятора и соотношение неопределенностей без упрощений и метафор. Эти работы требуют серьезной математической подготовки, но обеспечивают глубокое понимание физических принципов, что необходимо для критической оценки псевдонаучных утверждений. Энергия нулевой точки – это реальный физический феномен, подтвержденный многочисленными экспериментами, от лэмбовского сдвига до эффекта Казимира. Однако ее практическое использование как источника энергии невозможно в рамках известных физических законов. Это не вопрос технических ограничений или недостатка технологий, а фундаментальное ограничение, вытекающее из глубинных принципов физики. Энергия нулевой точки представляет собой состояние минимально возможной энергии, и для совершения работы необходима разница в энергетических уровнях, которой в однородном вакууме нет. Более того, попытки извлечения энергии из вакуума нарушают первый закон термодинамики, закон сохранения энергии, который является следствием временной трансляционной симметрии в физических теориях. Они также нарушают второй закон термодинамики, так как требуют уменьшения энтропии замкнутой системы. Эти законы не являются произвольными ограничениями, а отражают фундаментальную структуру Вселенной, подтвержденную более чем 2 столетиями экспериментов. Общество должно сосредоточиться на поддержке научно обоснованных решений реальных энергетических проблем, а не на поиске мифических источников бесплатной энергии. Инвестиции в развитие возобновляемых источников, термоядерного синтеза и повышение энергоэффективности принесут гораздо больше пользы, чем попытки создать вечный двигатель на основе непонятных квантовых эффектов. Критическое мышление и научная грамотность – это необходимые инструменты для принятия обоснованных решений в современном мире. Они позволяют отличить реальный научный прогресс от псевдонаучных спекуляций, направить ресурсы на действительно перспективные технологии и избежать финансовых и научных потерь, связанных с поддержкой несостоятельных идей. Энергия нулевой точки остается одной из самых увлекательных и глубоких концепций современной физики, играющей ключевую роль в понимании квантовой теории поля, космологии и, возможно, будущей теории квантовой гравитации. Но ее научная значимость должна быть отделена от псевдонаучных интерпретаций, которые не только неверны, но и вредны для развития науки и решения реальных проблем человечества. В заключение напомним, настоящая наука не обещает легких решений или мгновенных чудес. Она требует терпения, строгости и уважения к фундаментальным законам природы. Именно через этот трудный, но надежный путь мы можем достичь реального прогресса в понимании Вселенной и решении энергетических проблем человечества. Энергия нулевой точки – это не источник свободной энергии, а напоминание о глубине и красоте физических законов, которые мы еще только начинаем понимать. История энергии нулевой точки – прекрасный пример двойственной природы науки. Это одновременно источник глубокого удивления и призыв к строгому скептицизму. С одной стороны, идея, что вакуум космоса – это кипящий котел энергии, что ничто не может быть по-настоящему неподвижным, и что этот квантовый гул может быть движущей силой расширения нашей Вселенной. Это вызывает благоговение.
и побуждает нас смотреть на пустое пространство вокруг нас не как на ничто, а как на динамичную и существенную часть космической ткани. Это та часть науки, которая питает наше воображение. Это любопытство, двигатель открытий. Именно оно толкает нас строить большие телескопы, более мощные ускорители частиц и более чувствительные детекторы. Именно оно побуждает нас задавать вопросы: а что если и почему? Мы никогда не должны терять это детское чувство удивления, когда размышляем о Вселенной. Нас должны волновать великие тайны, такие как вакуумная катастрофа, потому что они показывают нам границы нашего знания и указывают путь к следующим великим революциям в мысли. Вселенная не обязана быть нам понятной, и радость заключается в самом пути познания. Но любопытство должно направляться мощным инструментом, критическим мышлением. Та же Вселенная, что полна чудес, также полна людей, которые будут использовать это чудо в личных целях. Мы должны научиться взвешивать доказательства, подвергать сомнению авторитеты и требовать подтверждений. Мы должны понимать разницу между научной теорией, хорошо проверенным объяснением широкого круга явлений, и диким предположением, замаскированным под научный язык. Умение мыслить критически не означает быть циничным. Это означает иметь набор инструментов для навигации в сложном мире. Это лучшая защита, которую мы имеем от обмана. Итак, я призываю вас принять и то, и другое. Будьте любопытны, читайте о квантовом мире, расширяющейся Вселенной и границах знания. Позвольте своему разуму быть пораженным масштабом и странностью реальности. Но также будьте скептичны, будьте критичны. Изучите признаки надежной науки и тревожные сигналы псевдонауки. Космос – величайшая история, когда-либо рассказанная, и у каждого из нас есть роль в ее разгадке. Путь вперед освещен не пустыми мечтами, а устойчивым ярким пламенем рационального исследования. Оставайтесь любопытными, но прежде всего оставайтесь критичными и оставляйте свои комментарии.